новый Hyundai Tucson, новая платформа, которая длиннее. И это, конечно, невероятный дизайн. Можно сказать, что он спорный, но он есть. Это максимально технологичный автомобиль. Вообще, в принципе, здесь есть все, что должно быть в кроссовере 2022 года. На выбор 3 варианта двигателей. 2 бензиновых, атмосферных и дизельный. На выбор 2 варианта трансмиссий. Хочешь механику, хочешь классический гидромеханический автомат. Ну и что самое главное, здесь есть полный привод. Здравствуйте, меня зовут Павел Кореневский, вы смотрите Автопанорама. И сегодня у нас на тест-драйве новое, 4-е по счету поколение среднеразмерного кроссовера Hyundai Tucson. Да-да, именно так, никак не иначе, не Tucson. Можно либо Tucson, либо Tucson, это как вам уже нравится. Ударение ставьте как угодно. У нас называют этот кроссоверчик Тушканчик, любя. У нас на тесте сегодня максимальная комплектация премиум. Сразу оговорюсь, что машина у нас казахской сборки. Сейчас в Беларусь поставляются машины с завода крупноузловой сборки нового завода Hyundai в Алматы. В России это калининградская сборка, тоже крупноузловая, поэтому комплектация немножко разная. У нас максималка называется премиум. Всего в Беларуси 5 комплектаций, в России 7. И немножко посмотрел даже вот в максималке, все-таки за счет, не знаю, за счет чего, за счет цен, за счет подбора, но у нас комплектации немножко пожирнее. Двигатель у нас стоит 2.5, 8-ступенчатая классическая автоматическая трансмиссия и полный привод H-Track. Ну что, жду ваших комментариев во время нашей трансляции прямой, во время тест-драйва. Пишите под видео. На все постараюсь ответить. Если не отвечу, то позвоню специалистам, привлеку и отвечу. Погнали! Для начала давайте оценим дизайн. Мне кажется, что в новом поколении Tucson — это песня, это ода дизайну. Вообще, видимо, как обычно, спорили дизайнеры и конструкторы, и как раз дизайнеры выиграли. Но автомобиль очень необычный. Вообще, вся стилистика, не буду называть всеми этими умными словами, там эмоциональная спортивность и прочее, но все последние модели Hyundai, они очень необычны по дизайну. Посмотрите Крету, посмотрите Санта-Фе. Tucson просто сблизи, издалека он притягивает внимание. Посмотрите на эту фальш-решетку радиатора. Да, это пластик, никакой-то тут иллюзии нету, но посмотрите, насколько, как долго думали дизайнеры, когда интегрировали фары головного света. У нас большой, огромный, заходящий фактически на крылья бампер. Тоже история с бамперами, они становятся все больше и больше, точно так же, как решетки радиаторов, точно так же, как и логотипы. Посмотрите, какой большой логотип. У нас в нашей максимальной комплектации 5 камер и миллиметровый радар. Вот эти все переходы рубленные, посмотрите, сколько. Раз, капот 2, крыло 3, арка 4, то есть 5. Каждый излом, каждый изгиб — это, конечно, праздник для жестянщика, но надеюсь, что эти машины, благодаря умным системам, не так часто будут иметь повреждения или столкновения. Огромные арки. В нашей истории у нас 19 диаметр в дюймах по покрышкам, по дискам. Смотрите, какие интересные черненые, биколорные литые диски. В базовой комплектации, кстати, колеса начинаются от 17. Пластиковый обвес, естественно, как в любом кроссовере. Квадратные тоже, кстати, тренд, тоже мода.
сейчас не полукруглые, а именно квадратные арки, как передние, так и задние. Только, казалось бы, отъехали с утра, да, и у нас уже загрязнилась край дверцы, но зато у нас сам порог, арка, все чистое. То есть вы можете быть уверены, что ваши штаны, ваши брюки останутся чистыми. Что касается резинок, ну, здесь я не вижу резинок, которые дополнительно. Одна только резинка, которая проходит через всю дверцу. Сзади смотрим, также у нас, кстати, довольно необычно, но у нас капли, видите, заходят в том числе и на порог. То есть хотелось бы сразу же порекомендовать владельцам новых Тусонов ставить, наверное, дополнительные резинки, хотя вот смотрите, здесь они есть, потому что у китайцев есть такая беда, не хватает уплотнителей резинок, и грязь, песок, ну вот посмотрите, видите? Да, это небольшая проблема, все-таки у нас пластик и на дверце, и пластик на пороге, но тем не менее песок и грязь попадают в щели. Даже казалось бы, вот он, грубый некрашенный пластик. Но и здесь дизайнеры показали, что они не зря жуют свой хлеб. Смотрите, вот эти вот выштамповки в пластике, ну, не только создают, наверное, внешне интересные элементы дизайна, но очень серьезные корейские конструкторы, корейские дизайнеры работали вместе, и они добились аэродинамики, ну вот вы не поверите, обычно у кроссоверов добиться аэродинамики меньше 0,3 это очень сложно. Так вот, у Тусона нового коэффициент сопротивления 0,28. Согласитесь, это очень круто. Практически спортивная машина, там 0,26. У кроссовера 0,28. Задняя часть. Песня дизайна продолжается. Обратите внимание на вот эти элементы хромированные. Причем хром здесь такой не вычурный, не блестящий, глаза не режет. Такой немножко матовый, но как классно смотрится вот эта вот оконная линия, которая, посмотрите, X-образно, да, переходит. Оконная линия черненая, да, это не резинка, это пластик, резинки здесь. И хромированная линия сверху, которая встречается на заднем крыле. Опять-таки, крыло насколько объемно, насколько классно смотрится. И все это подчеркнуто линией ходовых огней, которая проходит через всю заднюю часть, через крышку багажника, и два элемента задних фонарей. Задний бампер у нас сегментирован. Смотрите, он состоит из некрашенного пластика, из пластика, но под хром. Еще смотрим, у нас спойлерчик на крышке багажника. И под этот спойлер спрятан дворник стеклоочистителя. И вот этот, конечно, логотип Hyundai, который вынесен за стекло. Его уже не отковырнешь, ничего с ним не сделаешь. Смотрится классно. Пятерка или десятка по нашей белорусской системе дизайнерам. Здесь они постарались. У нас во всех версиях риллинги. Риллинги аккуратные, невысокие. Конечно, это большой плюс, потому что машина не только для города, машина для путешествий. Поэтому кидайте поперечины, ставите багажник дополнительный или кидайте лыжи. Зеркала у нас с дополнительными обозначениями поворотов. В нашей комплектации стоит панорамная крыша с люком. Панорамная крыша фактически на всю верхнюю часть, на всю крышу. То есть и для переднего ряда, и для заднего открывается большое пространство. Ну а еще для водителя и переднего пассажира у нас открывается люк. Что у нас под капотом? Может быть 3 варианта двигателя. Все они
новой линейки Smart Stream. Но по сути это может быть уже хорошо знакомые многим владельцам Tucson по предыдущим поколениям двухлитровый бензиновый, 150 лошадей. Да, они его доработали, там меняли систему впрыска, систему охлаждения. Он агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо шестиступенчатым автоматом. Наша история – это 2,5 бензин GDI, если двухлитровый, это MPI, распределенный впрыск, то здесь прямой впрыск, ну а значит, по идее, он должен более активно откликаться на педаль газа, ну и по сути быть более экономичным. 190 лошадей выдает двигатель 2,5, агрегатируется он уже с новой коробкой передач, ну как новая, она уже знакома нам по Hyundai Santa Fe, 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И у нас есть еще дизель. Он развивает 186 лошадей с достаточно приличным крутящим моментом. Это 419, если мне не изменяет память, ньютонометров. И он снова-таки агрегатируется с классическим гидромеханическим автоматом. Что это значит? Значит, никаких вам вариаторов, никаких вам роботов. Ну, помните эту историю с тем же Sorento и Santa Fe, когда они на новый двигатель 2.2, новый все-таки, поставили робот. И вот судя по отзывам в комментариях в наших тест-драйвах, можете найти и Santa Fe, и дизельный Sorento на нашем канале YouTube Автопанорама. Ну, знаете, не то что ретрограды, нет, скажу, но многие очень осторожно относятся к роботам, потому что алгоритм их поведения, опять-таки ресурс, под вопросом. Так вот, конструкторы услышали пожелания и оставили линейку классических автоматов. Мы разговаривали со специалистами уже по новому Tucson. Ресурс дизельного мотора они оценивают как минимум в 300 тысяч. Плюс возможность капремонта, поэтому вполне достойный, экономичный вариант. Давайте оценим багажник. И вот здесь как раз дизайнеры снова победили. Казалось бы, конструкторы настаивали, где у нас кнопка. В большинстве автомобилей как раз здесь над номером, под рукой. Дизайнер говорит, мы не будем вам позволять такое делать. И опустили кнопку вот сюда. Здесь такая небольшая прорезь. Я вам скажу, что вот уже у нас машинка запылилась, но за счет такого большого угла грязи здесь нет. В нашей истории у нас, конечно, автоматический подъемник. Багажник достаточно вместительный. Проем 112 сантиметров по ширине, по высоте 84. Вот и считайте. Вот здесь еще арки нам мешают, но все равно 103. Поэтому холодильник даже в упаковке поместится целиком. У нас здесь, в нашей комплектации, на родном биколорном диске с родным размером 19 дюймов колесо запасное. В более низких комплектациях у нас докаточка. Пол практически ровный, но он не ровный. То есть вот горизонта нет, все равно есть небольшой наклон. Но вот что касается длины, смотрите, до края багажника от переднего сиденья, а у нас сиденье установлено, вот как я сидел, 183. То есть при моем росте под 180 я абсолютно помещаюсь, так что сюда можно брать какой-нибудь надувной матрасик и на Tucson смело ехать на рыбалку, даже вдвоем, даже втроем вполне поместиться шведской семье. Угол наклона спинки меняется аж в 7 положениях. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, понятно, что вы 7 вот не будете уж так вот сидеть. Но бывает такая история, когда вам нужно, предположим, поближе к себе.
Что есть на втором ряду? Ну, во-первых, сеточки. Не кармашек все-таки, а сеточка, плюс выштамповка под колени. Места не просто много. Посмотрите. Посмотрите, сколько места у меня для коленок. 12, 13 даже сантиметров. При том, что в один ряд передние кресла стоят, и я сижу сам за собой. Плюс над головой 10 сантиметров. При моем росте около 180 сантиметров. Ну, клево. Вентиляция. 2 воздуховода. Нету настройки потока воздуха. Мы можем только корректировать, собственно говоря, направление потока. И у нас 2 классических больших USB. Сзади у нас подогрев сидений в нашей комплектации. 2 уровня. Ну и вот они, пошли компромиссы. Среднеразмерный SUV. Обратите внимание, смотрим дверную карту переднего пассажира и водителя. У нас верх мягенький такой, да, верхняя часть. Здесь ткань, опять-таки средняя часть тоже мягенький пластик, искусственная кожа и гремящий, ну, естественно, износоустойчивый пластик. Смотрим дверную карту второго ряда, и вот здесь те самые компромиссы. У нас верхняя часть уже просто пластик, здесь как раз мягкая часть, ну и снизу. То есть все-таки нашли на чем экономить. В нашей комплектации музыка у нас стоит Krell. Честно говоря, никогда не встречал, это не JBL, не там Bang & Olufsen. Что такое Krell, обязательно повтыкаю. Посмотрите на очень интересное решение приборки вот этой части. Она раз, два, трехуровневая. Верхняя часть – это мягкий пластик, очень приятно на ощупь. Смотрите, эта история с воздуховодами, да, вот они. Вот где дизайн снова поет свою оду, свою песню. Смотрите, это не просто какие-то там рычажки, салазки, а это классный элемент дизайна. Тканевая история, ну, здесь ничего не положишь, потому что она все-таки, да, падает, да, под наклоном, но интересно. Мягкий пластик здесь. У нас микролифт стоит на бардачке. Обратите внимание еще на центральную консоль. Они сделали большие ниши, как со стороны водителя, так и со стороны переднего пассажира, и обрамление таким хромом. Смотрится неплохо. Оценим место водителя. Дверная карта. Сразу, что бросается в глаза, ну вот он, этот самый премиум. Раньше такое было доступно, ну, не знаю, Mercedes S-класса, потом чуть ниже, и вот, наконец, дошло до среднеразмерных кроссоверов в таком среднем ценовом диапазоне. Это настройки водительские. Здесь у нас есть 2 сета. Пластик не совсем рояльный лак, немножко он такой матовый. Абсолютно новый руль. Такого руля я пока не встречал ни на Санта-Фе, ни на Крете. По поводу регулировок руля даже не возникает никаких вопросов. Амплитуда достаточно велика, вверх-вниз, и на себя, и от себя. Подрулевые переключатели. В нашей комплектации у нас 2 10-дюймовых экрана. Экран на центральной консоли, причем центральная консоль, ну, первый это стал делать BMW еще там в конце 70-х годов, когда они кокпит немножко повернули на водителя. Это была целая революция. Сейчас это тоже воспринимается как не просто дизайн, а как удобство. В центре вместо привычной там кругляшей, аналоговых приборов у нас полностью цифровая панель, тоже 10 дюймов, если быть точным, 10-25, которую можно настраивать, ну, вот, выводить на экран все, что хочешь. Компас, сам автомобиль, спидометр, ну, считывать любую информацию. Кроме того, она еще меняется в зависимости от настройки режимов вождения: спорт, нормал, эко, смарт. Я думаю, что этот интерьер
долгие годы будет сохранять вот эту вот свежесть, и он не будет надоедать. Это классно. Центральная консоль. Здесь нет традиционного переключения рычага передач. В нашей истории это кнопки. Мы уже знакомы с ними по Hyundai Santa Fe, по старшему брату. Такое возможно только в максимальной комплектации. В предыдущих комплектациях у вас будет обычный рычаг. Я ретроград. Называйте меня олдом, но я не очень воспринимаю современные автомобили, в которых все только сенсорное, где нет физических клавиш, где нет крутелок. Ну, олд, он и есть олд. Здесь у нас и в нижней части управление климат-контролем, и, естественно, в верхней части голый дисплей, то есть просто вот дисплей, как он есть, естественно, откликается только на пальцы. Поверьте, когда тебе нужно что-то, вот, знаете, там, интуитивно на ощупь, что получается? На ощупь вы это уже не сделаете, вам все равно нужно будет отвлекаться, даже вот если вы едете, да, и вам нужно уменьшить, предположим, обдув, скорость потока, вы все равно должны точно попасть. Ну, хотя, может быть, я слишком придираюсь. Еще из функционала. В нашей комплектации есть индукционная зарядка. Причем много мы вначале спорили, а потом уточнил. Да, зарядка работает только когда автомобиль заведен. У нас есть два, напомню, сзади два и спереди два USB входа плюс 12-вольтовая розетка. Как часто бывает, у меня Android Auto мой требует обновления. И, как обычно, на это потребуется время. Окей. Но суть такова, очень легко у нас все, по идее, выводится на экран, но только через, что Android Auto, что Apple CarPlay, только через провод. Ну, как есть. И у нас еще появилась в этом поколении отдельная кнопка настройки режимов работы полного привода. У нас полный привод работает в режиме Snow, Matte и Sand, то есть снег, грязь и песок. Кроме того, здесь у нас есть помощник, как и был помощник спуска с горы. У нас есть отключение датчиков парковки, у нас есть 360 градусов камеры. У нас может настраиваться ассистент водителя при столкновении как активная помощь, то есть он сам будет тормозить, только предупреждение Т-звуковое, либо вообще можно выключить. Удержание полосы, ассистент водителя, контроль мертвых зон, безопасная парковка. Все есть, все есть. Зеркало достаточно традиционное, оно рамочное, не скажу, что безрамочное, хотя минимально, с небольшой рамкой. Большой блок управления люком. В нашей комплектации стоит панорамная крыша и отдельно люк. Можно настраивать, можно полностью закрывать. Стандартный стоит аэроглонасс и штурманские фонари подсветки. У нас с нитями обогрева лобовое стекло, но это будет означать, что буквально за пару минут полностью, даже при полном обледенении зимой, ваш автомобиль, лобовуха будет чистая. Двигатель 2.5, 190 лошадей. У нас напольная педаль. Вот многие сейчас производители стали делать напольную педаль, такую автобусную или, как сказать, баварскую, да. Это позволяет разгрузить вашу ногу. Удобно. Первый лежачий полицейский. И вот здесь, ну, я вам скажу, что предыдущий Tucson по сравнению с этим, ну, не то что небо и земля, но по подвеске, по шумоизоляции, ну, они сделали полностью абсолютно новый автомобиль. Меня очень радует. Следующий полицейский, лежачий, я уже проеду, извините, не тормозя, а немножко разгоняясь.
Вы слышали? Вообще никакого пробоя. Огромная яма у нас. Я не слышу даже больших огромных ям. Класс. Смотрите, сразу же в городе динамики выше крыши, вот выше крыши. Мягкая, но в то же самое время собранная подвеска и шумоизоляция. Вот 3 момента, которые я для себя отметил в новом Tucson. У нас фрагмент дороги, весна, вся разбитая, но самое главное, у нас фактически отсутствует напрочь разметка. Обратите внимание, вот я не держу на подхвате, у меня, конечно, руки, у меня включен адаптивный круиз-контроль с сохранением полосности. И посмотрите, как четко рисует центр полосы Tucson. Спасибо большое, конструкторы, что здесь вы все продумали. Молодцы. Система работает. Давайте сейчас сядем на хвост автомобилю и попробуем удерживать расстояние до авто. Вот мы сели сейчас на хвостик. Давайте смотреть. Да, притормаживает. Я не держу ногу. Вот в данный момент у меня нога просто расслаблена. Машина удерживает расстояние, которое я установил до следующего автомобиля. Все четко, конкретно, грамотно работает. Опять-таки 5 конструкторам и инженерам корейским, потому что в наших непростых, сложных условиях отсутствие разметки, но она работает, система работает. Поэтому я очень рекомендую, если вы задумались, стоит ли переплачивать лишнюю $1000, стоит обязательно поставить умные системы на ваш автомобиль. Поверьте, это спасенная жизнь. Несколько слов о режимах вождения. Эко, Normal, Sport и Smart. Smart – тот самый режим, который подстраивается под ваш стиль. Чем хорош классический автомат? Тем, что можно сделать кикдаун. В режиме Sport я сразу чувствую, насколько стал тугим, таким, знаете, настоящим руль. Очень спортивным. Normal. Вот сразу же стал, не ватным руль, обычным. И переключение, передач. Ровно на 3-4 тысячи оборотов держит этот режим. Машинка меняется. Она может быть как экологичная, так и спортивная. Очень полезная и безопасная штука. Я, кстати, заметил ее еще на Санта-Фе при стайлинговом. Тест-драйв можно найти на нашем канале YouTube. Ссылочку даю в этом углу. Так вот, это видеокамера, которая включается при включении поворотника. Она появляется прямо здесь, в кругленьком экране. Смотрится, может быть, немножко забавно, но это очень полезно, когда вы поворачиваете и не всегда видите, просто угол обзора у вас, в общем-то, ограничен. И вот эта история, которая показывает всю боковину целиком, это классно. Нет, в карьер новый Tucson, честно говоря, жалко. А вот на такую настоящую разбитую грунтовочку, если вы там в лес куда, на рыбалку, на охоту, вот как раз сейчас мы в таком месте. И у нас огромное метровое ямище. Я вам скажу, что здесь некоторые кроссоверы, не буду их называть, но одноклассники Tucsona превращались в какие-то такие дрова на колесах. У нас 3 настройки полного привода. Snow, Matte, Sand. Вот давайте-ка. А грязь у нас уже есть под колесами. Вы видите сами. Ох ты, у нас уже пошли заносики, заносы. Это очень хорошо. И вы знаете, я не скажу прям, что тут такая раллийная трасса, плюс у нас большой косогор, я очень боюсь слететь. Я же подписался о том, что я с машиной ничего не сделаю. Все-таки мы, журналисты, имеем какую-то совесть. Ой-ой-ой, вот здесь пробило. Большая была очень яма, очень большая, и один раз подвесочку пробила.
Не тормозим, едем дальше. Посмотрите, сколько у нас здесь глина. У нас такая, ну, достаточно хорошая, раскисшая, отмерзшая, подмерзшая глина. Сейчас просто еду по сплошной грязи. Отлично, просто красота. Достаточно серьезная, глубокая колея, и мы легко, очень легко выбираемся. Машина нигде не засаживается, не тормозит. У нас здесь просто не вспаханная целина и снег. И очень много снега. Но вы знаете, Tucson справляется с этим. Плюс сейчас посмотрите, какая горочка и со снегом. Нет, ну если бы это был какой-нибудь Duster или какой-нибудь другой кроссовер, изначально заточенный на эту историю, с псевдоблокировкой, у нас здесь нету этого, никаких особо помощников внедорожных. Но мы так немножко со снегом справились. Молодец, Tucson. Друзья, уделали мы сегодня Tucson очень-очень прилично. Я удивился, что Tucson мало того, что вовремя срабатывал полный привод, в некоторых местах я чувствовал, потому что снег, колеса проскальзывали, где-то меня заносило. Но удивительно, мягкая подвеска, 2 пробоя за все время, ну, я удивился. Это ведь городской кроссовер, а ведет он себя даже в таких условиях, ну, может быть, экстремальных для кроссовера, очень достойно. Один момент, который я вам хотел показать, то, о чем говорил в самом начале, это отсутствие резинок. Смотрите, вот здесь видно сейчас, что у нас песок, да, он немножко забивается в дверцы, в пороге, как сзади, так и спереди. Смотрите, посмотрите. Поэтому владельцам Tucson'ов я бы рекомендовал все-таки дополнительно что-то сделать с прокладками. Друзья, это Автопанорама, и я приглашаю всех желающих в нашу школу тест-пилотов. Мы открываем в этом сезоне и приглашаем всех желающих участвовать в наших тест-драйвах, участвовать в наших обзорах. Требования самые простые: минимум 3 года опыт вождения, желание рассказать другим, не просто погонять и сказать: эта машина фигли-мигли. Нет, рассказать интересно нашим зрителям, нашим подписчикам об автомобиле. Ну и, конечно же, многие из наших народников становились нашими тест-пилотами, становились ведущими наших телепроектов и Автопанорамы, программы телевизионных когда-то в прошлом, и наших проектов Автопремиум, Автоподбор, Автопрофи. Все, что вам нужно сделать, это прислать заявку либо на наш электронный адрес autopanorama@mail.ru. В свободной форме напишите о себе, можете прислать фотографии, можете свои какие-то видеообзоры, расскажите, какие у вас машины, что вы водили. Кстати, мы приглашаем не только водителей легковых авто, мы очень часто сейчас тестируем грузовики, фуры, магистральные тягачи. Поэтому, если у вас есть права с категории D и E, с удовольствием будем вас видеть в нашей команде. Это абсолютно бесплатная школа тест-пилотов, то есть вы ничего не платите, мы ничего пока не платим, пока к вам присматриваемся. Некоторые появляются у нас один раз, все, и мы не приглашаем, и они больше, в общем-то, у нас не появляются. Многие годами остаются с нами, участвуют, говорят: я хочу такие машины тестировать, хочу такие. Мы всегда рады тому, что наша большая команда Автопанорамы, у нас сегодня больше десятка постоянных тест-пилотов, ну и несколько десятков наших постоянных друзей. Кто-то любит внедорожники, кто-то любит грузовые авто, кто-то хочет кататься на спортивных авто. Мы учитываем все ваши пожелания и просто получаем удовольствие от общения. Ну, почему нет? Почему не провести несколько часов в хорошей компании, выпить чаю, кофе и заодно протестировать машину? Посмотрите, как мы сегодня угваздали новый Tucson, но сколько удовольствия, сколько эмоций получили. И поверьте, это не наша работа, я не могу назвать это работой, потому что мы получаем удовольствие. Надеемся, что
удовольствие можете получать и вы. Присоединяйтесь к нашей большой команде «Автопанорама». Ну, мы решили сегодня укатать по полной Tucson. Мы на площадке, где мы делаем обычно восьмерочки. И нам сегодня повезло. Посмотрите, половина площадки — это мокрый асфальт, а половина — это такая снежная каша. Еще остался у нас снег. Поэтому отличная возможность проверить рулежку, насколько острый руль у Tucson. Ну и самое главное, как раз со снегом проверим, как работает полный привод. Поехали! Опа, какой занос. Выходим. Часть та, что со снегом, нас просто носит как... Понятно, как корова на льду. Ну, когда на этой площадке был какой-нибудь Land Cruiser 300 или Mercedes GLE Coupe, вполне логично. Здесь все-таки Tucson более легкий. И меня радует, что вот в этот самый вот нужный момент мы добавляем газ. Я вижу, как летят прямо клочья снега. Но машина, полный привод подключается, доли секунды проходит. Да, но полный привод есть, он работает, и это ощущаю. Мы едем и все время удерживаем правильную траекторию. Супер! Но сегодня на подъемник уже не поедем, слишком поздно, увлеклись. Но я тут поразузнавал, собственно говоря, антикора нет, завод корейцы не докладывают, как в клетку тигра мясо. Оцинкован, заявлено, что оцинковывается холодная оцинковка с двух сторон. Ну а давайте проверим толщину ЛКП. Напомню, что у нас автомобиль сборки казахской и крупноузловой. То есть, по сути, все, начиная от окраски, заканчивая всеми деталями, всеми это корейцы. Замеряем в двух местах. Капот у нас стальной, нет никакого алюминия. 103. Ну вот давайте эту часть померяем сразу. 100. Ну, очень скромно, знаете ли, очень-очень скромно. Для капота смотрим. Крылья передние 107. Ну, опять-таки, крылья тоже стоят. Посмотрите, вот это, ух ты, 72 всего лишь. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Да-да, видите, 79. Даже то, что машина грязная. Давайте-ка посмотрим. У нас верх стоечки 139. 91. Дверца всего лишь 91. 105. Ну, разбежка небольшая, как вы видите, явно в Корее стоят роботы, которые соблюдают. 112 заднее крыло. Здесь у нас машина уже оклеена, тестовая фирменная. 117. Замерим крышку багажника. Здесь так же, как и у новой Креты, верхняя часть. Кстати, это просекли уже и китайцы, и корейцы. Пластик. Да-да, раз ржавеет в наших широтах крышка багажника, давайте сделаем ее пластиковой. Еще очень важно посмотреть, потому что здесь нету лакового покрытия. А вот здесь такой же ровный, смотрите, слой. 104. То есть как снаружи, так и изнутри. 144. Обычно в арках, в проемах у нас, в раза полтора меньше. Что скажу? Оцинковка заявлена. Слой лакокрасочный очень ровный. То есть разбежки, минимальные. Поэтому красят хорошо, роботы молодцы. Ну, а то, что защищать в наших условиях автомобиль нужно,
Ребят, я вам советую все-таки сделать полный комплект. Не пожалеете, сколько это стоит, там сейчас $200-300. Антигравийную пленку и весь перед. Крышу, часть капота, те же самые переднюю оптику. Ну, стоит их прикрыть. Ну и, конечно, это не будет лишним, если вы новый автомобиль сразу хорошенько проантикорите. По крайней мере, вы защитите себя на ближайшие 2-3 года. Ну а у вас ваш Tucson ржавеет? Пишите отзывы, владельцы 3-го, 2-го поколения, насколько устойчивы корейцы к нашей агрессивной среде. Друзья, давайте подведем итоги нашего тест-драйва. Что мне понравилось объективно и что не очень. Ну, действительно, дизайн, он есть, он необычный, он сразу бросается в глаза, что спереди, что сзади. Машина технологичная, по крайней мере, такого количества умных систем безопасности до Tucson я не встречал в SUV-C, то есть в среднеразмерном кроссовере. Напомню, что в России 7 комплектаций, у нас в Беларуси, в Казахстане 5 комплектаций. И вы знаете, ну, можно выбрать как вот минимальный, который стоит что-то около на сегодняшний день $24 600, до максимальной, которая больше 40 тысяч. И это будет немножко разное по функционалу автомобиля. Что мне не очень понравилось? Мне кажется, что все-таки клиренс маловат. И хотя машина очень достойно себя вела на бездорожье, на грунтовке, так скажем, ну, в поле, по небольшой такой снежной целине, но, в принципе, в карьер я бы на Tucson не совался. Из минусов отмечу еще резинки, уплотнители дверей. Мне показалось, что все-таки нужно доставлять дополнительно свое. Ну и назову это минусом неопределенность. На сегодняшний день, вот весна, начало весны, ближайшая партия Tucson'ов, то есть вы можете, если вам понравился этот автомобиль, заказать его, и он придет только осенью. Мне кажется, что это универсальный кроссовер, это не такой компактный, как Крета, который, ну, все-таки больше такой, мне кажется, женский вариант, и не такой большой, брутальный, как Санта-Фе. Вот он просто, ну, та самая золотая середина на каждый день. И девушка будет смотреться хорошо на этом автомобиле. Ну, взять, например, наш сегодняшний вариант, такой бело-черный. Черные детали подчеркивают как раз объемы, вот эти все выштамповки. Ну и, конечно, мужчина, очень много моих знакомых ездят на Tucson'е предыдущих поколений и не хотят с ними расставаться, что говорит о том, что хорошая машина. Вот такая история. Мы ждем отзывы реальных владельцев Hyundai Tucson. В комментариях под видео пишите нам в личку, в директ. Ну, конечно, найдите команду Автопанорама АП Бай во всех соцсетях, присоединяйтесь к нашей большой команде. Ну, если вы до сих пор не подписчик канала YouTube Автопанорама, сделайте это прямо сейчас. Ставьте звоночек и не пропустите все наши тест-драйвы. Пока!